Всем привет! 19 марта 2019 года в 20 часов по московскому времени компания Google организовала презентацию на конференции разработчиков видеоигр Game Developers Conference. Презентация началась с выступления главы компании Google Сундара Пичая. Он пошутил, что Google уступает разработчикам одной из самых популярных игр на планете на основе браузера Chrome – динозаврика, когда у вас нет интернет-соединения. Дальше Сундар начал размышлять, насколько большую роль игры играют в нашей жизни, и также постепенно перешел к искусственному интеллекту. Алгоритмы сначала тренируют на играх, а потом вводят в реальный мир на примере беспилотных автомобилей. Сундар рассказал, что когда 10 лет назад запускали Chrome, они мечтали, что это будет больше, чем просто браузер. Некоторое время назад Google тестировала Project Stream, где можно было поиграть в Assassin's Creed Odyssey в качестве Full HD 60 кадров в секунду просто через браузер, если вам хватало минимального интернет-соединения. Сундар рассказал, что они хотят построить игровую платформу для каждого, так как продуктами Google сегодня пользуются более 2 миллиардов человек. Google хочет, чтобы игры были как ссылки в интернете, когда ими можно легко поделиться в мгновение секунды. Далее Google показали ролик, что мы все играем в игры как в реальной жизни, так и в онлайне. Не только играем, но также и смотрим или создаем игры, где угодно. И Google представила сервис под названием Stadia. Сундар пригласил руководителя проекта Фила Харрисона. Он начал с того, что они хотели создать одно место как для игроков, так и для разработчиков игр. Он сказал, что есть как те, кто любит играть в игры, но также и те, кто любит смотреть за тем, как кто-то играет в игры, а также Google с ее возможностями анализа данных и машинного обучения. Фил упомянул, что люди очень тепло приняли Project Stream и также поблагодарил Ubisoft, которая помогла с его запуском с помощью их игры. А теперь представьте, что вы смотрите трейлер какой-нибудь новой игры и у вас появляется кнопка «Поиграть сейчас». Вы нажимаете на нее и тотчас же начинаете играть прямо в браузере. Без задержек, не нужно ничего качать, все происходит в стриминговом режиме через сервера Google. В игры можно играть как на компьютерах, так и на телевизорах, смартфонах, планшетах, в общем везде. Далее происходила демонстрация сервиса. Работник играл на ноутбуке, далее перешел на телефон, потом на компьютер, и все начиналось с того момента, где он закончил. Без задержек и все в высоком качестве. Все происходило моментально в прямом эфире. Последним устройством был телевизор, где игра стримилась через Chromecast. Офигительно, не нужно никакой коробки, либо какой-то дополнительной аппаратуры. После этого Фил представил новый джойстик, который назвали в честь сервиса – Stadia Controller. Он подсоединяется через Wi-Fi к девайсу, где происходит игра через сервис Stadia автоматически. Здесь есть такие дополнительные кнопки, как переход обратно к YouTube, а также встроенный Google Ассистент. Далее на сцену вышел Стаж, который начал с того, что весь наш мир сейчас соединен с помощью интернета. Stadia работает на дата-центрах, где собраны лучшее железо из возможного для обработки огромного количества информации. С помощью существующих мощностей можно стримить не только в Full HD, а также 4К, а в будущем вообще обещают поддержку 8К, и это все со 120 кадрами в секунду. Вся ваша история игр сохраняется на серверах Google, и вы можете продолжать играть в любом месте, просто зайдя на ваш Google аккаунт в YouTube. С помощью AMD Google создали отдельную видеокарту, ее мощность сейчас равняется 10,7 терафлопс, в то время как мощность самой мощной консоли Xbox One X равняется 6 терафлопс. Вот список партнеров, которые уже присоединились к Google Stadia. Google в дата-центрах Stadia предоставляет мощности компаниям, которые хотят там размещать свои игры. Далее вышел Марти, разработчик от компании, которая выпускала последний Doom. Doom — это первая AAA игра, которая была выпущена с помощью Vulkan API, за которую сейчас топит Google. Он сообщил, что Doom будет доступен на Stadia в 4К 60 кадров в секунду. Игра уже загружена на Stadia и готова для игроков. Также разработчики могут использовать мощности сразу нескольких видеокарт, когда происходит стриминг одной копии игры, чтобы повысить качество картинки. Платформа не только мощна, но также и безопасна, на ней невозможны читы или обман. Тем самым Google объявили, что в Stadia игроки могут играть вместе. Платформа готовилась с упором на мультиплеер. С помощью мощностей Google разработчики могут создавать сложные мультиплеерные игры с минимальной задержкой между игроками. Далее вышел представитель компании Tequila Works. Она объявила, что в их игре Rime уже применили инструмент Style Transfer, где можно изменять графику игры в считанные секунды, как только захочет этого разработчик. Далее продемонстрировали технологию State Share, где можно делиться прохождением игры с другими игроками просто через обычную ссылку. Далее вышел представитель YouTube Gaming. На YouTube более 200 миллионов человек ежедневно смотрят прохождение игр. Только в одном 2018 году более 50 миллиардов часов было просмотрено игроками.
С помощью Stadia можно играть прямо со стримерами в мультиплеерные игры, просто нажав на кнопку при просмотре. Stadia создавалась с интеграцией Google Ассистента. Если ты не знаешь, как пройти какой-то участок игры, просто спроси у ассистента, и он сразу выведет отрезок игры, где есть прохождение этого участка. С помощью Stadia играть в игру можно где угодно, не только на YouTube, а также в социальных сетях и даже сразу в Play Store на Android, просто нажав на кнопку «Играть». Stadia Games and Entertainment — это платформа не только для крупных компаний, а также для небольших команд. С помощью Stadia Google хочет собрать всех разработчиков в одном конкретном месте. Stadia — это не построенная платформа с нуля, она основана уже на десятках существующих продуктов Google, таких как Google Cloud, TensorFlow, Google Chrome, YouTube и так далее. Запуск Stadia начнется в 2019 году с США, Канады, Великобритании и большей части Европы. Вот так вот Google решила перевернуть индустрию игр. Кто не в курсе, сейчас в игровой индустрии крутится больше денег, чем в кинопроизводстве. Так что это очень правильный стратегический ход от Google занять эту нишу с их технологиями и возможностями. Будет очень интересно посмотреть, как будет развиваться рынок игр. Наконец-то настало будущее, где можно играть в игры просто через браузер, даже на самых слабых устройствах нужно всего лишь неплохое интернет-соединение. Лично я, как говорят по-английски, very excited. Я очень надеюсь, что вам понравился видеоролик, постарался сделать его максимально оперативно сразу после презентации. Увидимся в следующих видео, всем удачи, всем пока.